Всем добрый день! Я рада, что вы заглянули ко мне на канал. И сегодняшнее видео я начинаю с небольшого обеда. Я уже пожарила котлеты и отварила гречку. В кастрюлях я никогда ничего не оставляю. Всегда стараюсь убрать в контейнере, чтобы потом в холодильник переместить и не занимало так много места в холодильнике. Крупы я также храню в контейнерах всегда. Это практично, это удобно. И после того, как я приготовила, неважно, жарила я или варила, я всегда протираю рабочую поверхность. Это шкаф, это стол, плита сама, потому что все равно капельки жира, они имеют свойство оседать на поверхности. И таким образом я себя освобождаю от дальнейшей работы по оттиранию этих жирных капель, поэтому я всегда все протираю. Также я поставила еще машинку на зарядку, хочу вечером подстричь Масю, он у нас уже оброс. И стригу я его где-то раз в 2-3 месяца. И одевала теплые носки, потому что на улице все равно, хоть несмотря на то, что была плюсовая погода, было все равно прохладненько. Одела резиновые сапоги и пошла в огород. У меня стояло две задачи. Это убрать листву, которая нападала с яблони. Яблоня уже почти вся осыпалась. Погода, знаете, такая была осенняя, пасмурная, хмурая. Но, тем не менее, свежий воздух, он всегда бодрит, всегда освежает, создает какое-то настроение. Двигаться надо чаще, поэтому одно удовольствие поработать в огороде в осенний денек. Выйти просто даже какой-то грабли пособирать листья. Это одно удовольствие. И также вторая задача, это у меня уборка брюссельской капусты. Кто никогда не выращивал брюссельскую капусту, показываю. Вот в таких междуузлях, видите, завязываются круглые качанчики, которые продаются. Я такую капусту выращивала первый раз. В общем, что вышло, то вышло. Как видите, листвы много, а выхлопа немного. В следующем году я буду уже садить, может быть, в другое место. Посмотрим. Может быть, там она уродится получше. Вот такие вот качанчики, видите? Брюссельская капуста. Посмотрите, какая шикарная макушка. Еще хочу рассказать. В этом году, знаете, что выращивала? Вигна называется. Это такая фасоль длинная, стручковая. Она росла у меня в теплице, вьющаяся. И, в общем, я ее вырастила в конце лета. Она у меня очень много наплодоносила, и половину я выкинула. Сделала глупость, потому что я почему-то, я немножко заморозила. Буквально, наверное, пакетика вот таких вот 2 я заморозила в морозилку, положила, все. И почему-то мне показалось, что она будет невкусная. И, в общем, я всю остальную, которую собирала, я ее выкинула. Было у меня очень много. И я потом уже, и она у меня перерастала, я ее оставляла. В общем, пожалела очень сильно, потому что на той неделе я готовила подливку, то есть делала свинину, зеленый горошек добавляла туда, перец добавляла болгарский. И думаю, дай-ка я положу эту зеленую фасоль. Я ее добавила, а она такая, знаете, вкусная. Она такая плотная, у нее такая мясистая, то есть она не разварилась, ни в какую кашу не превратилась, а вот, очень вкусная. Я подумала, зачем я выкинула все это дело? В общем, в следующем году я эту вигну возьму разных сортов, натыкаю и посажу. И пускай она себе растет. Она у меня сама росла по себе, я ее даже ничем, просто поливала и все. В теплице садила. В общем, очень хорошая штука, возьмите на заметку. Уже конец октября. Груша у нас вся увешана своими плодами. Я что-то посмотрела, не думаю, надо, наверное, все-таки сделать грушевый пирог. Собрала груш немного. Здесь, наверное, у меня где-то килограмм получился груш снятых. На этом на улице дела мои были закончены. Брюссельскую капусту я не стала далеко убирать. Я ее убрала просто в бумагу и положила в холодильник, чтобы на днях приготовить из нее либо подливку добавить, либо просто обжарить. В общем, чтобы сразу ее издержать и попробовать на вкус, какая она будет, в общем. Далее я приступила к грушам. Я их помыла, почистила, порезала, убрала сердцевину, мелко нарезала. И потом решила все-таки, она у меня была немножко жестковата, я решила еще ее обжарить с сахаром и добавить немножко лимонного сока. А пока она у меня жарилась, я решила сделать тесто. Тесто я обычно делаю все стандартное, у меня ничего не меняется. У меня есть одна стеклянная форма, у меня почему-то в этой форме всегда все получается. Неважно, что я там делаю, пироги, или там делаю какие-то кексы, или делаю просто картошку с мясом. В общем, все в ней просто прекрасно почему-то выходит. В общем, в этой форме я буду запекать. И для этой формы я уже знаю на глаз. То есть у меня нету никаких-то определенных мерок, грамм. Я просто делаю все на глаз, сколько сахара. И, в
В общем, добавила немного сахара сразу в груши, когда обжаривала, а потом еще в тесто немножко сахара. Дети любят у нас послаще. И в этом рецепте я использовала 2 яйца. Также добавляла разрыхлитель, добавляла манку, добавляла муку и кефир. Все это перемешиваем. Потом я грушу, когда у меня уже обжарилась, я перемешала все это с грушами и отправила в духовку на 180 градусов. Ставлю я обычно на 50 минут и смотрю просто в окошечко, как по готовности, когда она поднимется, когда она уже такой, знаете, становится оранжевенький. Как я и ожидала, пирог получился замечательный. В этой форме он у меня всегда получается. А такую выпечку она у меня долго вообще не задерживается, потому что и Витя, и старший сын они очень любят сладенькое, неважно, там булочки, какие-то пироги, пирожки, чебуреки. В общем, у меня вся выпечка уходит на ура. А старшие девочки у меня на неделе в кадетском, то есть вот у меня 2 взрослых мужика, грубо говоря, могут съесть целый пирог за один вечер. И вот так вот у меня выпечка всегда уходит. Младшие дети, это Вася и Мотя, они пироги не особо любят. Мотя у меня любит пирожки только с мясом. Василиса предпочитает шоколадки, либо чупа-чупсы, вот такой вот выпечки. Еще хотела с вами поделиться. И вот, видите, мне недавно установил шкаф. И чтобы у меня нижняя полка ЛДСП не испортилась, я наклеила вот такой вот скотч. Не знаю, насколько хватит, но пока что вот даже капли капают воды, а она не разбухает, ничего. Но надеюсь, что это мне надолго хватит, чтобы предотвратить разбухание этой полки ЛДСП. И, в общем, вот тут у меня уже пирог готов. Я его достаю как раз, пока я готовила пирог. У меня пришел Витя уже с работы. И как раз получается с пылу с жару у меня пирог был готов как раз к приходу Вити. Я его положила на блюдечко. В общем, было очень вкусно. После того, как мы поужинали, у меня было время свободное, я решила подстричь все-таки Масю. Стригу я его машинкой, как всегда. Это быстро, это и ему быстрее получается. В общем, он у меня уже привыкший к стрижке. И поэтому он уже спокойно так на все реагирует. Я его стригу вообще где угодно, как угодно. Он у меня вот так вот спокойно лежит. И я его подстригаю. Шерсти наросло уже много. Последний раз я его стригла пару месяцев назад. Ножницами я в основном выстригаю у него около глаз всегда, мордочку и ушки подстригаю ножницами. И он у меня чистый, довольный. После этого я всегда его мою шампунем. Поэтому он и самому ему приятно, в общем, и окружающим. На этой неделе также у меня закончилась еще зубная паста, а для того, чтобы поменять зубную пасту, мне необходимо отмыть хорошо дозатор, в который она устанавливается. Отмываю я всегда дозатор влажными салфетками одноразовыми антибактериальными, ну неважно, там просто бытовыми салфетками, которые есть, потому что она одноразовая, потому что она чистая. И после того, как я отмою хорошо дозатор, в принципе, я могу еще и помыть вот эту вот раковину саму, протереть, кран протереть. В общем, все это будет чисто и гигиенично. Мне это очень нравится. Обратно на место ставлю и устанавливаю потом туда же пасту. Зубную пасту я всегда беру с запасом, всегда беру 2 штучки, чтобы на случай того, если у меня кончится, я всегда могла поменять. В основном беру Aquafresh, не знаю почему, просто нравится. Раньше брали сплат, но сплат в дозатор не входит, и поэтому как-то я раз взяла Aquafresh, мне понравилось, и я довольна осталась, теперь я ее и беру, пока другую пасту не покупаю. У детей, у маленьких, конечно, отдельная зубная паста своя, детская, а это для взрослых. И этой салфеткой, как видите, я все протираю, она чистенькая, аккуратно, все прям, чтобы все было чисто. Это недолго, это занимает мало времени, и все равно остается какая-то чистота и порядок. И пока я занималась в ванной, дети у меня были предоставлены сами себе. Матвей, как обычно, у меня раскидывал игрушки везде, кепки надевал, тапки надевал. А Василиса у меня любит опять заниматься какими-то творческими вещами. Она у меня раскрашивает, то лепит, то рисует. В общем, у нее такой вот творческий склад, и мне это, конечно, очень нравится. Я это всячески поощряю. Всегда мы покупаем и пластилин, и фломастеры, и карандаши, лишь бы вот она занималась этим, чтобы это ей нравилось, чтобы она в этом развивалась. И еще я хотела поделиться с вами покупочкой своей золотого яблока. Мне в этот раз я ходила краситься в парикмахерскую, и мне парикмахер посоветовал взять серию L'Oréal для окрашенных волос. В золотом яблоке я купила шампунь
одной серии взяла. Также взяла маску для волос окрашенных. Она вот такой консистенции, такая розовая, такая приятненькая. Как по использованию я еще пока не знаю, но думаю, что раз профессиональная серия, в принципе, должно быть неплохо. И взяла вот такую умывалку, потому что у меня до этого была умывашка Darling. Пенка очень хорошая, прям она такая мягонькая. А это от корейская тоже умывашка. Ну, посмотрим, как она будет в действии. И вот второй посылочкой мне пришел уже кондиционер из той же серии. В общем, посмотрим, как оно будет. Потом поделюсь с вами, есть ли какой-то от этого эффект и какое состояние у моих волос будет. На этом я заканчиваю свой влог. Спасибо за просмотры и увидимся с вами уже на следующей неделе. До новых встреч!